Ну и сколько зарабатывают игроки в покер? Выиграл я $1 000 000. Как его отсюда вывести? Самый страшный кошмар покериста. Охуенно говорили. Друзья, приветствую вас на канале Cyprus FAQ. Перед просмотром этого видео не забывайте подписаться на наш канал. Сегодня я в студии со своим другом и коллегой Вадимом Черняковым, которому сразу предоставляю слово. Ну а я по традиции благодарю компанию Еврокост и Гильхам Винерет Hotel за прекрасную возможность снимать наши подкасты в этой прекрасной студии. Гильхам Винерет Hotel — это один из лучших отелей на северном побережье. Спасибо тебе большое за столь прелестное представление отеля Гильхам. У нас сегодня в гостях на нашем подкасте уникальный гость, по сути, из уникального, если можно так сказать, проекта, который на Северном Кипре когда-то создался и до сих пор уже столько лет работает. Виктор Ярилов, если можно так сказать, представитель Merit покера, игрок и, в принципе, человек, который во многом отвечает за медийку Merit покера. Бонжорно, так и есть. Расскажи, Виктор, о себе каких-то пару слов. Я приехал из России на Северный Кипр. На моем бэкграунде 5-летний опыт работы в казино Сочи, то есть жизнь меня связала с покером довольно давно. Я начал как игрок. При переезде просто из своего родного города в город Сочи я первым же в своем живом турнире доехал в какие-то приличные деньги, поверил в себя, и у меня завязались отношения, в общем, с боссом, можно так сказать, всея СНГ покерного, Артур Ласканян. Он организовывает покерные турниры по всему миру, но сейчас базируется в покерном клубе Сочи, поскольку он самая большая шишка, и он может принести им больше всего людей. После событий 22 года я перебрался сюда вместе с супругой, и мы продолжаем делать контент покерный для Merit покер непосредственно. Зафиксируем, что ты здесь живешь с 2022 года. Получается, что так. Сейчас ты живешь здесь постоянно или уездами-приездами? Последние пару лет мы больше путешествуем, но поскольку проектов у Merit покер предостаточно, около полугода мы проводим здесь. Расскажу тебе по секрету, что Вадим тоже когда-то был дилером в Merit покере. В 2010 году. Когда мы только сюда приехали учиться... Так работы не было, нифига, типа, вот здесь есть одна из шуток, что 3 вещи, куда можно пойти работать. Первое — это казино, второе — это недвижимость, третье — это образование. То есть все идут либо при университетах работать, либо идут, сдаются. Это, реально для меня это как, знаешь, не нашел работу, ладно, пойду там официантом в казино. Это как типа вариант. Но я пошел в покерный клуб, что сильно лучше, чем казино на тот момент было, потому что казино — это все равно там типа азарт, игроки бросают фишки в лицо, накурено, ну свой контингент. Покерный клуб — это чуть другое, да, там тоже есть экология, да, там тоже есть карты, фишки, но там интеллигентные люди, интеллигентно общаются с тобой, там реже гораздо срываются на дилеров, и мне кажется, в целом взаимоотношения в этом комьюнити классные. А я тогда чуть-чуть начал интересоваться покером и своими глазами на первых же турнирах увидел тех кумиров, которые в 2010 году мне казались просто там недосягаемыми звездами покера. Вот, поэтому, да, год у меня прошел в Merit покере. Расскажу, как меня уволили, это гораздо интереснее, чем как я там подработал. Мы с Пашей Прокопчиком работали на одном из турниров. И мы были так называемые тренировочные дилера. Нам даже форму дали, такую чуть более унизительную, чем у остальных. И мы потом говорили с девчонками из Украины, и оказалось, что мы и зарабатываем, естественно, меньше. Но для нам тогда, студентам, было просто отлично. Значит, на каком-то там предфинальном столе Паша допускает ошибку, из-за которой приходится, ну, там ее уже не разобрать, и они откатывают как бы руку полностью назад. Ну, естественно, игрок, который должен был по всем параметрам забирать там банк, он начинает психовать, и Паша становится такого цвета, это очень сложно передать, супер красного. Ну и, естественно, все дилеры проходят мимо него, видят там ситуацию, стоят все боссы, там фишки эти горой, и что-то ор какой-то, и супер красный Паша. Ну, вроде ничего такого, значит, проходит перерыв, к нам заходит кто он тогда был, наверное, менеджер турнирный, говорит о том, что, ребят, ну, тренировочные дилеры, мы все равно платим хорошие деньги, повнимательнее, была большая ошибка, она стоила много там стресса, но мы успокоили игрока, все окей. И, значит, Паша возвращается после перерыва, его садит за другой стол, и он там, видимо, на стрессе,
допускает вторую ошибку, и этот босс, он говорит, короче, мне пофиг, всех тренировочных дилеров увольняем прямо сегодня. Всех из-за Паши И уволили. всех уволили в один день, причем мы до этого отработали, наверное, 3 турнира или 4, то есть это был уже не первый наш турнир, и все было хорошо. Нас в один день сократили, и, честно говоря, это одно из лучших событий в моей жизни, потому что благодаря этому я смог пойти дальше по карьере и заниматься другими вещами, в которые у меня получаются однозначно лучше, чем сдавать карты. Меня зовут Вадим Черняков, и я уже 13 лет работаю в сфере недвижимости Северного Кипра. Прямо сейчас я веду одну из самых больших и динамично развивающихся баз вторичной недвижимости острова. Если вы хотите быстро и выгодно продать свою недвижимость или заинтересованы в покупке, в моей базе представлены объекты от недорогих студий до люксовых вилл, а также коммерческая недвижимость и земельные участки. Для того, чтобы приобрести объект на 30% ниже рынка, напишите мне, мои контакты будут под этим видео. Дилерская работа засасывает, да? Мне кажется, многие... Мне кажется, если через 10 лет из этого не выйдешь, то, наверное, ты там на всю жизнь. Вот ты как покерный игрок, ты не находишь, что меритовские дилеры это те, которых ты видел там 3 года назад, 5 лет назад, 7 лет назад? Нет такого? Сложно проследить, но и как бы нет достаточной выборки, мне кажется. Я видел разные примеры. То есть люди растут, люди меняют профессию. Я вообще убежден, что каждые 5 лет любой человек что-то должен в своей жизни плюс-минус кардинально менять. Ну, то есть невозможно 5 лет заниматься одним и тем же. Хочется изменений, но это должно как бы откуда-то изнутри идти. Но, вероятно, да, есть какой-то процент людей, которые там застрянут. На Кипре видишь мало работы, поэтому выгодно оставаться в системе казино, отелей. Ну, там рабочую визу просто получить, и в валюте оплата. И плюс типсы, и зарплаты, и так далее. А скажи, много ли, по-твоему, точнее, много ли ты знаешь дилеров, которые потом стали игроками? Таких немного. Но, как правило, наверное, половина дилеров даже не разберется в механике игры и в стратегии. То есть они просто знают, грубо говоря, шаблоны, знают комбинации, знают, куда отвести там банк в случае победы, знают, какая рука победит, но как играть именно? Прямо стратегию, ну, конечно, их это особо не интересует. Еще хотел на секунду вернуться, вот сказать реплику по поводу в целом покера. Ты сказал, что это разные департаменты казино и покера. Действительно, то есть покер — это интеллектуальная игра, и в казино твое математическое ожидание от игры, в игры казино, оно всегда отрицательное, там, типа, от минус там 3 до 5%, в зависимости от игры. В покере ты свое математическое ожидание можешь вывести в плюс, соответственно, то есть скилл решает там больше, чем удача. Ну, смотри, нам на самом деле ты как гость очень интересен, потому что мы во многих наших выпусках обсуждаем Merit. Merit именно, во-первых, Merit в принципе как структура, как казино, как отель, это очень крутой, большой и серьезный проект, который работает не только здесь. Во-вторых, Merit Poker действительно реально влияет на некоторые аспекты жизни просто на острове. В том числе мы часто очень обсуждали аренду вокруг Merit Poker во время турниров, что сносится абсолютно И Merit все. один из главных налогоплательщиков Северного Кипра. И это тоже. И поэтому нам хочется, если можно, от тебя для нашей аудитории пару слов просто про Merit Poker как про организацию. Вот как человека, который в ней работает, чтобы люди до конца поняли, о чем мы вообще сегодня говорим и кто у нас в гостях. И вообще, что такое, да, Merit Poker? В 2 словах, просто для тех неискушенных гостей, кто про покер до этого ничего не слышал. Merit — это, я так понимаю, что компания, группы компаний Net Holdings, то есть это какое-то всего лишь ответвление от общего, так скажем, пула компаний. Это сетки отелей, казино и покерных клубов. Департаменты разные, то есть есть какие-то определенные коммуникативные вещи. И я вот как медиа, допустим, Merit покера, я вынужден, ну не вынужден, то есть мне это приятно делать. Звучало, да, как будто бы противно, но мне нужно координировать свои действия, там, допустим, со службой безопасности. Там чувакам надо полетать на дроне, это нужно все там соорганизовать. Мне нужно, допустим, пустить чуваков, камераменов на кухню, то есть мне нужно идти вообще в департамент там, ресторанный, договариваться с главным шефом. Но люди на местах, как правило, все супер отзывчивые, приятные, все всегда идут на контакт, все с огромным удовольствием участвуют в каком-то медийном продвижении. Со стороны, за прожитый промежуток времени здесь, мне кажется, что все довольно дружные и отзывчивые, и работают как какой-то единый организм. Хотя, ну, всякое было. Есть люди, там, которые работали по 10 лет и уходили оттуда. И, ну, то есть я, допустим, их 4 года видел, потом они уходят. Но, опять же, это этапы, которые, ну, ты просто принимаешь, люди. То есть, по сути, как бы, я так понимаю, изначально была сеть отелей Merit, которые, естественно, на Северном Кипре по традиции сделали казино. Потом кто-то предприимчиво сказал, давайте мы, кроме казино, сделаем покерный клуб.
И, наверное, с этого небольшого покерного клуба все разрослось в одну из крупнейших площадок на Средиземном море для проведения турниров. Потому что старый вот Marriott Crystal Cove, в котором я работал, там вот эта зона турнирная, она была маленькая. Вообще это был некий какой-то как концертный зал, мне кажется, который переделался под турниры знаете... Да, там был дополнительный концертный зал, который делал его больше. Скажу тебе больше, что Marriott — это первый отель-казино, который открылось на Северном Кипре в день, когда запрет в казино появился в Турции. То есть это был первый вообще отель и казино, которое существовало на Северном Кипре. Ну, хорошая реакция у Marriott получается. Да, хорошая реакция, и, видимо, ну, может быть, есть какая-то поддержка из Турции в том числе. Но я, насколько знаю, в Турции именно они свою деятельность никакую не ведут. То есть Marriott есть только в странах, где разрешено играть в казино. У них Черногория, однозначно там Болгария, есть офис. У них однозначно Турция. там Да, есть да, офис. потому что много турков едут играть. Ну, отправляет кто-то, да, банально. Я слышал, что Marriott больше рассчитывает и претендует на клиентов из арабских стран, Израиля, восточные, грубо говоря, направления. Это реально так? Ну, Ну, на я- казино, да, а покерному клубу без разницы? Не знаю, насколько я открою Америку, и не знаю, насколько эта информация могла бы быть конфиденциальной, но это, в целом понятно, да, что Marriott больше заинтересован в рынке Среднего Востока, то есть Middle East, так называемый. Люди с таким характером, которые с большей легкостью там Расстаются. поддаются, ну не то, что расстаются, поддаются каким-то ну, там, триггерам, типа там азарт, там, подзамазаться, подзасадить деньжат в том числе, да. И, ну, на примере Marriott покера я бы так сказал, то есть как представитель русскоговорящий, да, вот касты оттуда, мы не очень рекламируем Marriott покер на СНГшный рынок. Ну, поскольку разные ментальности, то есть человек, допустим, из Беларуси, да, где зарплата там средняя, не знаю, 400-500 баксов, не знаю, сколько сейчас, они знают цену деньгам. Есть, знаете, в литературе оксюмерон такое, да, слово, это когда, типа, горячий лед, то есть это невозможно что-то. Вот есть словосочетание «белорусский фиш». Ну, не бывает таких. В Беларуси, если человек ну, играет в покер, он ну, типа, подтягивает свои знания. И, соответственно, Marriott не очень выгодно, чтобы человек, который знает цену деньгам, приезжал сюда, ну и типа, занимался отъемом денег у населения. То есть я лично отношусь к этому с пониманием. То есть Marriott покер бережет свою экологию. То есть покерная экология в целом очень такая чувствительная экосистема. Интересно. Ну, если... Логика такая, ты должен, получается, наполнять свои турниры игроками, которые не супер профессиональные, не супер экономные, приводить туда каких-то, ну, назовем, жирных игроков, которые готовы расставаться с деньгами, для того, чтобы остальные тоже так или иначе регулярно будут приезжать на эти игроки, да, чтобы им было интересно туда приезжать. Не хотят они бодаться, наверное, знаешь, в маленьком пруду пираний, где каждый может укусить. Хотят пару крупных жирных рыб, абсолютно неблагоприятных, как наоборот... Хищников. Нет. Хищники Травоядные, грубо говоря, да, которые просто будут плавать и раздавать денежки всем вокруг, что на кэше, что на турнирах. Но при этом русские, белорусы и СНГшники могут спокойно приехать и играть и на турнирах. Запрета нет. Конечно, я так и только хотел сказать, то есть нет вообще в целом инструментов прямого воздействия, то есть ты не можешь сказать человеку, тебе нельзя, ну, у тебя паспорт не тот. Есть просто какие-то инструменты регулировки этого, то есть у игроков из, скажем, Ливана, Турции или там откуда-нибудь еще со Среднего Востока, у них просто будет чуть больше преференций. Они получат, может быть, чуть выше номерок, они там чуть лучше условия у них будут, у них там будет персональный консьерж. Ну, а эти ребята там из СНГ и в русском уголке поживут где-нибудь в Кристалле, в старом корпусе. Ну, то есть это не всегда так. VIP-игроки из России, из Беларуси, из Украины также приезжают. Да, да, мы понимаем, что в казино это все должно быть хорошо. То есть вот в знаках внимания, так скажем, это проявляется. А в остальном двери открыты для всех, да. Если вы сейчас находитесь на острове и вам нужна юридическая помощь, вы планируете купить квартиру или хотите оставить доверенность для того, чтобы потом продать ее без вашего присутствия, вы хотите оформить завещание или же кому-то из ваших близких нужно вступить в наследство, вы всегда можете обратиться в мою юридическую компанию De Jure Consulting. Мы проводим для наших клиентов сделки по вторичной недвижимости, помогаем оформлять первичную недвижимость, регистрируем договора, подаем заявления в Совет Министров, создаем новые доверенности и отменяем старые. Не стесняйтесь связаться с нами, задать интересующий вас вопрос. Мы всегда готовы ответить и помочь вам. А вот если говорить еще про Европу, к Европе тоже знаки внимания оказываются или тоже больше относятся как к СНГ?
Здесь даже, наверное, не то, чтобы по национальному признаку все происходит. Здесь просто смотрят, если человек в покере понимает, у него есть какой-то бэкграунд, он более-менее известен, его имя на слуху, и, соответственно, они даже в какой-то мере востребованы, потому что, как правило, если ты успешный игрок в покер, и еще если за тобой тем более есть какой-то медийный бэкграунд, ты определенную ценность еще несешь, то есть, ничего себе. Еще вот разница в восприятии, в США игрок в покер, он вообще как рок-звезда может быть, они настолько крутые. Здесь, на нашем континенте, чуть иначе это все происходит, но все равно, если мы там заявляем, что у нас чемпион мира 2023 года, приехал поиграть. Никто с ним не захочет играть, я нафиг не хочу с ним за столом сидеть. Но, когда он приедет, это какой-то резонанс дает медийный, это прикольно, это несет какую-то Северный Кипр ценность. такое направление, это же не Соединенные Штаты. Северный Кипр нуждается в том, чтобы его популяризировали. Не во всех точках мира еще знают о Северном Кипре, а тут звезда, например, из Соединенных Штатов прилетит, и кто-то наверняка из США узнает о том, что есть такой Северный Кипр, есть такой Merit покер. Конечно, и это очень сильно контрастирует местное гостеприимство, я не знаю, с теми же, скажем, европейскими Монте-Карло, с США, Лас-Вегасом и Макао китайским. То есть уникальная комбинация вот этого гостеприимства турецкого, и тех условий, которые созданы. То есть в США ты покупаешь бутылку воды за $5 везде, сэндвич за 20. Здесь тебе просто не нужен кошелек, кроме как на боины в турнир. Ты приехал, тебя вот там поесть, там поспать, не знаю, на массаж разве что тебе в зале, который платный, нужны бабки, а все в остальном просто... Я слышал тоже много, я хоть сейчас вообще никак не касаюсь покера, но я слышал, что очень хвалят уровень сервиса и качество предоставляемых услуг на Северном Кипре. Да, не только в Мерите, но и в принципе лучше. Просто Северный Кипр и качество предоставляемых услуг обычно вещи, которые диаметрально из двух разных вселенных, но не в случае Мерита. Не в случае казино. В Батуми, наверное, если ты наверняка был в Батуми. Я только прилетел вы меня, кстати, поймали сразу же, у нас сейчас был очень большой проект WSOP, World Series of Poker, то есть оригинальное происхождение этой серии это Невада, Лас-Вегас, США, 55 лет назад, условно, по-моему, 55. Первый ивент прошел, и с тех пор вот эта вся тема развивалась, и буквально, наверное, лет 20, что ли, назад они сделали франшизу, то есть они стали выступать с шоу-кейсами в других локациях, они там в Развадов ездят, и вот сюда приехали впервые. Это, такой, как сказать, уникальный ивент, то есть люди в покере, они гоняются за этими ачивками, за трофейчиками, там разыгрывают колечки, бабки побольше, и то есть из-за того, что бренд на слуху, люди хотят туда больше попасть. В Батуми я был буквально перед этим ивентом, поскольку здесь я в Мерите могу играть в покер, но у меня все равно, я не профессиональный игрок, я не бросаю свою настоящую работу, я сижу там на двух стульях. На двух стульях сидеть неудобно, задница разрывается. И перед тем, как здесь дорого, конечно, не мои лимиты, я поехал играть в Батуми, где там в 10 раз дешевле боины, посвятил 9 дней исключительной игре, я даже не ходил на набережную, я жил прямо через дорогу от набережной, я там ни разу не прогулялся, я просто сидел, карты поднимал по 12-13 Как часов. успешно? Засадил немного денег, но знаешь, когда говорят, у турнирного игрока зарплата раз в год, то есть, когда ты засадил немного, ты, можно сказать, что выиграл. Так вот, сервис, абсолютно на другом уровне. То есть Батуми вообще, он курортный городок, но вот эта вся цивилизация на него свалилась относительно недавно. Там есть проблемы с сервисом. Там присутствует, кстати, тоже довольно много игроков из Ирана, из Турции и так далее. Там граница рядом. Конечно, там же граница рядом. Не покупаешь, правильно? То есть там по-любому есть вот этот вот момент с тем, чтобы практически все... Минималка, кофе, чай, все. Вот так. Буфет был какой-то очень скромный. Они не конкуренты в целом, наверное, потому что в Батуми другая немного система налогообложения. То есть они очень сильно напрягают налогами турнирный покер, а кэш-покер, у них в порядке вещей. Соответственно, то есть и организаторам невыгодно там делать именно турниры, это большая редкость. И, как правило, нужно заручиться там поддержкой многого числа партнеров, чтобы какую-то вообще себе прибыль нажить с этого всего мероприятия. Иначе это просто имиджевая история. Вот мы там приехали, у меня был вопрос, почему именно Кипр стал центром покера в регионе. Наверное, как раз ответ и вот в том, что мы сейчас обсуждали, в том сервисе. Удобная локация, легкость, наверное, ввода и вывода денег. Это безусловное преимущество. А получается, если игрок выиграл здесь турнир, он никаких налогов не платит, но теоретически через медийку его сторона может проследить и как-то обложить налогами его выигрыш. Так и происходит, конечно. То есть резиденты Германии, они, по-моему, 40
процентов плюс вынуждены платить в казну Вот своей страны выигрыша. от выигрыша, да. И никто не посчитает, ну, типа, ты нажил 100 тысяч, никто не посчитает, что ты засадил перед этим 50, то есть там не будет этих вычетов, они просто с твоей сотки возьмут и заберут себе там 40, Да, не 43 тысячи. половину от выигрыша отдавать. Жестко. А если ты, ну здесь, то есть вот мне вот интересно, прошел турнир, да, собралось там 5 миллионов долларов, вот первое место получило там 1,5 миллиона долларов. Как сейчас? Ну, миллион был за первое в главном Миллион. совете. Сколько вот с миллиона, я получаю чистыми этот миллион? Да. Все, мне вот просто отдают там 1 100 000 или сколько, 1 137 000, и ничего не срезают с меня. Да, конечно. Ну, все, что нужно организаторам, уже как бы заложено в боины, то есть там уже все срезано. Ну, он и допом идет всегда, там, по-моему, рядышком какая-то цифра, вот это они Да, забирают. На Северном Кипре произошло уникальное просто событие, то есть мы приняли огромный турнир, гигантский. Day 2 of the main event. The hall is bursting, no space for anything else. From all the starting flights, 416 players backed and brought their chips back today. And for the latecomers, 2 more levels of late rage still open. Registration is closed. And here are the final numbers. 1,372 entries on the board. The 5 million guarantee is crashed and the prize pool stands at 6.5 million now. From this moment on, every pot is a fight for a piece of that huge pie. But only one will taste the sweetest slice. Какие были призовые и сколько было игроков всего? Можешь примерно рассказать? Я же говорю, вы меня поймали через день, ну, на следующий день. Мы еще, закончился мы еще не турнир, посчитали, да? я могу по памяти сказать, ну, типа, в главном турнире разыграли там 6,5 миллионов. Но это только один турнир, но он самый главный. Он, типа, флагман всей серии, и он самый крутой, и все, условно, наверное, едут только ради него. Но поскольку это турнирная серия, там в расписании еще порядка там, 30 турниров, плюс каких-то еще 15-20 квалифайеров, то есть отборочных, где ты можешь за 10% от боина целевого турнира сыграть, попробовать отобраться. То есть ты не можешь выиграть денег в этом турнире, но ты можешь выиграть билет на тот турнир, где ты можешь уже нормально Там нажить хорошие деньжат. собирались тоже призовые, билетов много достаточно. Дофига. Ну, а в общем, деньжат собрали, я не знаю, разыграли сколько, ну, по десятка 3, наверное, миллиона разыграли, да. Сколько уникальных тоже, опять же, не скажу. Точно знаю, что где-то в середине я турнирной серии интересовался. 65 стран было, то есть, может быть, потом еще какие-то приехали ребята. Интересно. 65 стран. Да, и разбирали географию, куда уехали. То есть мы все время, нам нравится там смотреть с разных перспектив на то, как прошел фестиваль. Мы вот вчера с нашим текстовым репортером смотрели, куда уехали эти кольца. 15 кольцевых было турниров, там, грубо говоря, пара-тройка уехала в Россию, один в Колумбию, то есть вообще за океан. В Китай пара колец уехала, Испания, Германия. Короче, все были Да. здесь. Финалка мейна была, 8 человек вышли на финальный стол, не было ни одного повтора флагов. То есть все, Германия, Румыния, Болгария, интернациональная история, супер. Интересно, как они все залетают сюда через Ларнаку или через наш Эрджан? Или Все, что половина? дальнее, точно через Эрджан, потому что Ларнаку только с Европы в основном, да, то есть Колумбия это точно летит через Стамбул, Колумбия, думаешь, через Стамбул летит тоже? конечно. Нет, ну почему? Он может до Китай, какого-нибудь наверное. Лондона долетает, и То есть оттуда у в него есть Ларнаку, почему европейские нет? документы, то теоретически, да. Колумбия Наверное, может, это Мэрит закинул деньги в государство и построил Эрджан. Для себя чисто, знаешь, для того, чтобы их игроки прилетали и не ужасались старым аэропортом, который у нас был. Потому что когда ты приезжаешь играть турнир за 6,5 миллионов долларов и прилетаешь в старый Эрджан, это, конечно, странно. Да я думаю, они же на перспективу его отгрохали. Да. Ну, чтобы... Ну, это один из таких, как бы, ответов на этот вопрос, для чего его строили. Потому что всех же интересует, зачем. Вот все говорят, что аэропорт построили для того, чтобы сделать туда прямые рейсы. Помимо этого, еще просто для того, чтобы приветствовать здесь богатых людей из других стран, которые приезжают тут на подобные мероприятия. Но я видел несколько турниров, ты на всех турнирах, Мэри, ты работаешь, которые здесь проходят, я правильно понимаю? Я видел несколько турниров назад, был прям какой-то супер крутая серия хайроллеров, да, где были прям боины по сколько, по 50 штук баксов, да, по сколько максимум? Самый дешевый был 10 тысяч долларов, самый дорогой был по 200. Вау.
Ну, то есть, прикинь. И чё- кто туда прилетает играть? Вот расскажи, мы с Вадимом так понемногу, но играем, и игроков тоже чуть-чуть знаем. Расскажи, кто из самых известных сюда приезжал, и скажи, кто тебя из них больше всего вот как-то, может быть, зацепил, там, кто больше всех приглянулся как человек. Да почти все покерные шишки уже, наверное, здесь были, кроме там каких-то заокеанских. Я не знаю, ну кто у тебя первый любимый игрок? в Дэниел покере? Негряну Ну, здесь вот, был. Вот я думаю, Филаеви здесь был. Негряну здесь не был. Не был Негряну? Он, по-моему, вообще США уже не покидал лет 15, что ли. Ну, Айви точно был. И Сфандиари Айви был здесь много раз, да, он последний раз здесь повредил ногу, Сфандиари был давно, но он уже такой, ну, покерный пенсионер. Они уже как... Я только по ютубу Старая знаю. Очень старый. Я еще Дуэйн Бронсон, дед в шляпе. Он, кстати, недавно, это же, ну, крестный отец покера его называют, да, ну, это супер классная шишка. Он, кстати, классную фразу сказал. Покер — это война, но люди притворяются, что это игра. Я убежден, на самом деле, что мир был бы немного лучше, если бы каждый человек хотя бы как-то научился более-менее играть в покер. Особенно, если бы политики играли в покер вместо того, чтобы там бам-бам, вообще было бы круто. Прикинь, Да, решили вопрос. Прикинь, ТВ-стол, там как бы саммит, типа все страны, у них тут свои флажки, и они такие блефуку друг другу пихают. Типа у кого больше... Разыграли мир. У кого больше хозяйства, как бы. Живете на Кипре? Присоединяйтесь к Cyprus FAQ. Здесь мы узнаем самые важные новости острова. Ищем хорошие вакансии, классные мероприятия и где вкусно поужинать. Конечно, много общаемся, развлекаемся и помогаем друг другу. Изучаем наш любимый остров и снимаем про него интересные видео. Cyprus FAQ — это люди. Кипр — это Cyprus FAQ. Всегда было интересно, сколько надо времени для того, чтобы... Вот есть пустое помещение, там будет через 3 дня покерный турнир или через неделю. Вот сколько надо времени, чтобы все это полностью подготовить? За сколько, скажем так, начинается подготовка к турниру? Зависит от калибра турнира. Многие, наверное, половина турниров в Мерите, они сопровождаются каким-то еще телевизионным стримом. То есть там чуваки... Раньше Мерит работал с компанией из Латвии. Чуваки просто привозили на остров, я не знаю, 70-100 тонн оборудования. Ну, это большой процесс. То есть они выставляют все с нуля. Фермы, камеры, режиссерская комната для комментаторов. Ну, то есть это довольно большой процесс. Я не знаю, они, наверное, за неделю начинаются. Какая-то ментальная подготовка, ну, она вообще начинается. То есть Мерит славится вообще еще тем, что у него концептуальные серии. Такого никто там в мире не делает. То есть помимо того, что ты просто позвал людей поиграть в покер, ты им еще фичу даешь. Типа путешествие там куда-нибудь во времени. Там, типа серия вестерн. Хераксы, там все дилеры наряжены в ковбоев, в индейцев. Ну, то есть ты приходишь, это своего рода перформанс. То есть мы не тупо продаем покер, мы продаем впечатление. Ну, вы, наверное, понимаете, да, это маркетинговая вся фигня. Ну, остров это вообще сам по себе очень хороший маркетинговый ход. То есть что лучше всего, ты засадил деньжат в турнире, ну, пойди на море посмотри, пойди в спашку сходи, то есть все, ты уже такой подвосстановился. За пару месяцев готовят концепты. Начинается какой-то медиа-промоушен, шаг за шагом, прогревчик. Сначала анонсик, потом расписание, потом какие-то бонусы, фичи. Обращайтесь туда-сюда, будет это и это. Ну, то есть это теоретическая подготовка. Но сам зал, ты говорил, что, или ты, Вадим, говорил, что проводили, ничего не поменялось. Проводят все так же, в концертных, конференц-залах. То есть самые крупные турниры здесь сейчас в свежем Даймонде проводятся, это концертный зал. Ну, иногда там, да, идут какие-то конферешки. Я думал, ты прежде всего покерный, а потом уже концертный. Да, я думал, это специально построили это для специально. покера. Не, он абсолютно универсальный. Да? То есть там, да, там, я не знаю, сколько, 200 столов. Я там присутствовал на концертах, вот эти лоджии. Не, это концертный холл. И в Кристалле то же самое. То есть там всякие приезжают дантисты какие-то там, или детское питание, чуваки, или Мишлен там свои тимбилдинги строят. Им еще надо как-то умудряться вклинивать в общее расписание свои покерные ивенты, то есть именно департаменту покерному. Как безопасность обеспечивается? Вот как дилера отбираются, вот эти все моменты? Интересно просто, или у вас уже по накатке одни и те же дилера едут все время? Ну, так невозможно, как бы все равно обновляется штат каким-то образом. Дилера едут
Внутри как бы персонала и вообще в целом в покерной индустрии между игроками рулит институт репутации. То есть там нет каких-то, я не знаю, архивов, записей, но вот есть репутация у человека, да, он хороший дилер, он знает столько-то языков, он там, я не знаю, не ошибается и так далее. То есть там к телевизионным дилерам, ну, например, даже тоже другой запрос, потому что, ну, это ультра ответственная фигня, ты в прямом эфире, если налажаешь, ну, это капекс репутации. То есть уровни есть уже как бы, да? Если я не ошибаюсь, какие-то у них есть. Какие-то у них есть левелы, там, я не знаю, немного, может быть, 2-3. Прокопчика бы не посадили бы на телевизионный Или, стрим. может, сейчас бы он прокачал скилл. Конечно, не дали развить профессиональный навык. А это какое количество стаффа живет на острове, а сколько приезжает? Все дилеры привозные или есть те, которые живут здесь постоянно? Ну, необходим, конечно же, какой-то локальный стафф. Я могу только, наверное, навскидку сказать, как я своим глазом вижу. Наверное, человек 20 живет на острове постоянно. Если это не турнирный ивент, то, скажем, человек 5 могут быть командированы, откомандированы, и они как вахтами ездят, знаете, там на 1,5-2 месяца. Один поработал там кэш-менеджером, улетел, второго привезли. Ну и с локальными они там шифтуются, потому что смена это не один раз ты вышел и закрыл клуб, а это один отработал, второй отработал, там потом они меняются. Соответственно, так. А приезжают на турнирные серии, ну офигеть, я не знаю. У нас вчера была стафф-партия, и я не ожидал, что столько стаффа реально есть. Но тут еще, как бы, конечно, были эти партнеры из WSOP, их менеджмент, их там ТВ-бригада. Мы видели с тобой, да? Да, мы с Вадимом были на встрече в Севенере, и Вы слышали там музыку? ребята, Я там понял. были вот эти все флоры, как бы, которые именно на VCO-пишные, они там ржали над кем-то, высадились в ряд, кто-то опаздывал, они сидели, аплодировали, когда тот вышел. Ну, ржачно они, в общем-то, живут. Видно, что на позитиве. Ну, вообще, я смотрю всегда став такой верхний всех этих турнирных серий, они всегда такие на позитиве, довольные. Я вот был на одном турнире и обратил внимание, что на турнире именно локальный, как бы, локальный став, даже высокого уровня, он не особо как бы задействован, как будто бы. То есть именно работали Флора, VCOP, их привозные. Нет, Merit все. Это все Merit был, да? Merit обеспечивает, по-моему, стаффом. Ну да, то есть каких-то новых людей, допустим, в июле была серия Dolce Vita, это серия абсолютно, которая проводится без партнеров, силами Merit Poker. То есть без всяких там Poker Stars, без всяких там WSOP. Весь тот же став, приезжают испанцы, итальянцы, венгры, ну и очень много из Украины дилеров и флор-менеджеров, из России, из Беларуси. Нет, там очень все интернационально. Ну там мухлевать, я так понимаю, ну невозможно. То есть как бы в покере же не может же дилер что-то сидеть и крутить, вертеть, правильно? Это, же- это невыгодно, все все понимают. Ну типа, ну ты сделаешь это, ты, опять же, институт репутации. Ну ты за что ты можешь запачкать свою репутацию? За 100 тысяч долларов? Ну это небольшие абсолютно деньги. Я думаю, все это все понимают. И плюс, ну, как бы, перспективы, ты же должен куда-то после этого там пойти, поэтому лучше, все, наверное, так считают, лучше честным трудом зарабатывать и там уже пытаться пробиться куда-то, пойти по ступенечке, там есть куда расти, то есть много на моих глазах людей стали там, которые просто раздавали карты, они пошли там, я не знаю, там же есть еще какие-то промежуточные места, типа есть чип-рум, да, есть комната с фишками, есть заведующий чип-румер, я не знаю, как его назвать. Ну, то есть есть человек, который обеспечивает все турниры фишками, и вот он заведует. Это очень ответственная работа, материально ответственная. Ну да. То есть, да. допустим, ты же играл. Перепутать эти. Да, ты же играл, вот ты знаешь, да, стартовый стек тебе дают вот столько шашек, там 30 тысяч. Но когда ты доходишь до ключевых стадий турнира, более поздних, ты же не будешь там играть фишечками по 100, они Да, уже ничего тебе не знают, изменяют. их постепенно выводят. И к концу турнира там номинал фишек, у них нет кэш-вэлью. Но они там вырастают до миллиона, потому что там 1000 человек было, у каждого там по 100 тысяч был стартовый стек, фишки надо укрупнять. И вот когда в конце вот эти самые большие фишки ходят, то есть одна фишка может равняться 10 стартовым стекам условно. Ну а это 10 боинов. Если турнир по пятерке, то у нее, повторюсь, нет кэш-вэлью, но условно она может стоить как бы типа 50 тысяч баксов. Да. Ответственная работа. да. Очень ответственная работа, да. Вадим так странно Я оценил, да, засмеялся. я так, ты действительно. Потому что вначале, значит, ответственная работа, да, ответственная, сейчас я прям проникся, я прочувствовал. Ну, конечно, нет. Надо было оставаться дилером и работать. Не, я думаю, что моя дорога, да, как чип
Как он называется, этот человек, который... Чипрумер, я не знаю. Чипрумер какой-нибудь. Чипмастер. Да, чипмастер я бы там не дорос бы, наверное. Очень долго было бы. Ну, в общем, игра абсолютно безопасная. Сделается все для того, чтобы игра была безопасной. Принимаются меры, там, я не знаю. Во всем мире однажды прокатилась такая волна. Я не знаю, не буду пересказывать случай, достоверно было ли это в Мерите, но типа, технологии уменьшаются, да, вот где-то локально стали происходить случаи, что людей стали ловить, они вот сидят, у них телефон, к нему что-то вообще микроскопическое может быть прикреплено, выглядит как наклейка, но там камера супер широкоугольная. Дилера раздавали вот так вот всю жизнь карт. Ага. Сейчас их всех переквалифицировали раздавать слайдом. То есть сейчас они сразу принимают меры. Ага. То есть если вот читеры такого характера появились, ну идите туда. Будем делать Всё, так, мы значит. как бы, да, Ну, как? перестраховались. И такие меры приводят, ну, регулярно происходят. То есть теперь карты красиво так не летят, как дилеры сдавали, они так скользят через пол стола, теперь они так чик, да? Да, да. Ну, то есть я бы не советовал там пугаться, что читерит став, но всегда нужно внимательно смотреть за оппонентами, потому что сообщество покерное очень приличное, но, конечно же, там присутствует свой процент маргиналитета, который хочет это приличие эксплуатировать. Для обычных людей, не с мидл-иста, есть ли какие-то локальные турниры? Сейчас я уверен, люди, многие, которые будут смотреть наш выпуск, они заинтересуются. А можно ли пойти где-то как-то в Мерите научиться покеру или пойти попробовать какой-то недорогой локальный турнир сыграть? Бывает ли такое? Конечно, присутствует. У них есть несколько хороших направлений. Например, для девушек у них есть так называемый Merit Poker Queens. Там есть у них куратор всей этой движухи, у них есть там свои социальные сети. Они строят свое сообщество. Ну, то есть девчонки, они такие более робкие в покере. Все-таки это, наверное, по большей части мужская игра. Но они собираются, они учатся, они общаются. И там есть и тренинги, и женские турниры. И они проходят вообще на абсолютно регулярной основе. Всем советую. Для мультигендерных каких-то вещей они собирают еженедельные турниры, но не всегда, между крупными ивентами. То есть там по 3-4 турнира в неделю с рейнджом боинов между, там, скажем, условно, $150 и там, $300. То есть абсолютно доступная история. В зависимости от сезона такие турниры собирают, ну, там, 50-100 входов. То есть это вот локальные истории, то, о чем ты спрашиваешь. И костяк этот часто, он в общем-то, стабилен, но прибавляются новые люди. Кто-то просто приехал на курорт, кто-то там, я не знаю, пожить приехал на пару-тройку месяцев. И это прикольное времяпровождение. Ну и кэш, естественно, это вообще почти всегда идет. Но кэш чуть более дорогая история, наверное, для Ну, зато локальных. есть возможность прийти там на часик-два поиграть, да? А в турниры все-таки надо больше времени людям закладывать, чтобы... Ну вот сейчас, да, я на 11 лиц сходил, вот к ребятам. Мы там, кстати, виделись с Виктором, он тоже этот турнир играл. И, ну, у меня туда получалось, типа, прийти в этот же день надо было поиграть, и потом, если что, на следующий день, и потом, если что, еще день. А вот последний, когда я тебе в воскресенье буквально, вот в последний я хотел тоже съездить, я понял, что мне в понедельник надо ехать туда-туда, а мне в понедельник надо работать. Таким, как мы с тобой, надо Да. отпуск брать, чтобы в турниры поиграть. Да, вот в Мерит прям заселяться. Ну, видишь, нас там не хотят, ты без Беларуси. Я, может быть, немножко по внешности под middle-east прокатываю, но по документам тоже нет. Интересно было, кстати, то, что когда я регистрировал... Во-первых, меня поразил уровень того, как все работает. То есть ты можешь купить себе все с телефона. У тебя Это приложение... Относительно свежая фича. Да, ты можешь купить себе прям там боин, тебе прям там высвечивается твое место, стол, ты идешь, садишься, и это очень прикольно. А единственное, что когда я регистрировался там на стойке, меня, конечно же, там во все это посвятили об этом всем. Не было Кипра, то есть не было почему-то, невозможно было добавить себя как киприота. Мне сказали, можешь выбирать любую страну, какую хочешь, хоть Зимбабве. Но я, собственно, и не отказался, как бы, и выбрал себе тропическую страну, экзотическую. да, экзотическую, вот, и играл от лица этой страны. Любопытно. Ну там же верификация по паспорту. Да, я дал им свои северно-кипрские права, они такие... Окей, я они, понял. может быть, не было Северный Кипр, они не хотели меня делать киприотом, думали, что я обижусь. Я говорю, ну давайте тогда экзотику. Вот мы вначале обсудили, что казино это не казино это не экологично на самом деле, так если говорить, но покер это типа экологично, потому что там у тебя не забирает какая-то машинка деньги, а у тебя люди забирают деньги, потому Ты, что... ты играешь между людьми, Да, а не у тебя против меньше- организации. У тебя меньше знаний, опыта, математических каких-то умений и так далее.
Но в любом случае я уверен, что даже в таком покерном руме есть неадекваты. Вот мне интересно, как справляются с неадекватами, что с ними делают. Например, за столом кто-то кого-то там обозвал, или что его выгоняют, в черный список ставят. Вот как это происходит? Есть ли неадекваты, которых не выгоняют, которых нельзя выгнать? Я бы так сказал. Покерное сообщество, оно саморегулируемое. То есть, вероятно всего, если ты позволяешь себе хамство, тебе прямо за столом без привлечения каких-то физически крепких парней, ну и так скажут, ты что, дикарь, что ли? Ну, покер — это all about managing your emotions. Пардон, что я переключился на английский. Ну, то есть, это великий учитель. Я неспроста сказал, что каждый должен у него научиться играть. Ты должен справляться со своими эмоциями, иначе тебе в покере делать нечего. Если такие люди есть, они, как правило, там не задержатся. И, ну, на контрасте могу сказать, мне есть сравнить с чем. Вот в казино Сочи очень лютая служба безопасности. Там, ну, перебор просто охранников на квадратный метр. Здесь охранники просто лапочки. Я ни разу не видел их в действии. Вот, отвечаю, ни разу. Все всегда суперкультурно. Есть VIP-игроки, которые могут себе позволить чуть больше остальных. Но это никогда не будет что-то сверх. То есть, ну, это, я не знаю, там запрещено курить вейп, ну, то есть, ну, вот он будет курить, ну, и ему даже не скажут ничего игроки, потому что они все понимают, ну, этот игрок пришел получить удовольствие, надо позволить ему это сделать. Пусть он получает, ну, хорошо ему курить. Запрещено пользоваться телефоном во время раздачи. Ну, блин, все понимают, что, ну, это защита от читинга, то есть ты не можешь, вдруг ты там смотришь подсказку себе какую-то, как сыграть. Существует такой, кстати, ассоциация турнирных директоров. И у них там кодекс, все правила, и они там каждый год съезжаются, все турнирные директора мира в Лас-Вегас, потом какие-то правочки вносят. И все, если там разбушевался кто-то, ну, чувак, мы играем в игру, правила которой все заведомо принимают. Вот тут вот, если что, все прописано. Вопросы? Ну и, как правило, человек на этом успокаивается, делает работу над ошибками и больше не возникает. Я помню, в 2010 году как-то играл, я сдавал, и сидел какой-то дедушка из Израиля. И он говорил на иврите, и я видел по интонации, глазам и эмоциям, что, скорее всего, он проклял меня и всю мою семью до какого-то колена после очередной раздачи. Но ты сидишь, и как бы тебе менеджмент говорит, там, если есть проблемы какие-то, ты там маяку сигнализируй. А тут ты как бы понимаешь, что тебе на незнакомом языке тебя проклинают, но ты достоверно не можешь сказать, ты же не понимаешь иврит. Я вот до сих пор помню этого дедушку. Да, он там сидел полчаса, там что-то шептал, он как был похож, как помните, Гарри Поттер, это когда со змеями говорили, там заклинал, вот что-то вот подобное. Такое. Чернокнижник израильский, короче. Давай, наверное, спросим тебя немножко уже про жизнь вообще. Где ты живешь здесь, на Северном Кипре? Ты же не в Мерите живешь, наверное? Ну, когда возможно, во время работы, да. А вообще, вот как бы, как что тебя здесь раздражает, может быть, на Северном Кипре? У нас, кстати, буквально вчера, позавчера поменялся президент. Мы все вместе втроем с представителем Merit Покера поздравляем Туфана Эрхюрмана с победой на президентских выборах. Удачи вам, в общем-то, ваших во всех начинаниях, может быть... Пора научиться покеру, да? Да, если захотите поиграть. Мы, кстати, платят ли процент какой-то за то, что игроков приводят в покер? Или это только казино, наверное, казино такое работает? Хороший вопрос. Возможно, какая-то система есть. Возможно, Я реферальная не система осведомлен, есть, да? но возможно, что что-то есть, да. Просто на чем, по сути, там, что ты можешь там дать как рефералку? Ничего, люди же приходят и играют друг с другом по большей своей степени. Да. Я, кстати, вне контекста, я не знал, что выборы были. Но я был 2 недели Да, в информационном вот, вакууме. Но присоединился ко всем поздравлениям. Ну, чувствуешь уже изменения? Слушай, да. сегодня, вчера были выборы? Позавчера уже... Позавчера, да? Слушай, вчера погода была не очень, сегодня получше стало. Не знаю, связано ли это с этим. Расскажи про переезд, вот, может быть, какие-то аспекты, там, с чем-то были проблемы или наоборот, что очень сильно нравится здесь? Сразу сходу Merit поддержал, было легко. Мы держимся довольно самостоятельно и обособленно. Мы стараемся не ползти в какие-то одолжения с женой и делаем свою работу, получаем свои денежки и свою жизнь обеспечиваем самостоятельно. Изначально мы сюда переехали, пожили в Лапте, в очень прикольном, наверное, это одно из самых лучших мест, где мы пожили. Атолл, да, знаете, кто строит Атолл, что это вообще за компания? Это строительная компания. Какой-то он старенький домик, маленький комплекс на 18, 20 квартир с приличным бассейном, но фича его в том, что он вот прямо около этой пешеходной, в 50 метрах от нее, и там на 2-м этаже двухъярусные квартиры, хоть в теннис играю, очень высокие потолки. Вот
та квартира, вот, которую я бы купил. Вот была бы котлета денег, я бы сказал, забирай, Не давай стоит. ключи. Там из-за парашютного поля не дают право оформить право собственности. Ну вот, эти Там нюансы. есть парашютное поле? Там вскрылось какое-то парашютное поле, просто огороженное решеткой небольшой. Это не парашютное поле, это место захоронения каких-то там киприотских людей, которых во время войны... Ну, а то сказал парашютное поле. Ну Ну, да. может быть, там что-то и другое. Это получается такой... Да, вытянут такой длинный, такой чуть волнообразный, да? Да. Там рядом, получается, два съезда. Один съезд это вот этот Атолл-1, он, по-моему, назывался, а второй сейчас Оливия Корт. И вот в Оливии Корт не дают, соответственно, разрешение на перевод титула, скорее всего, и там тоже, потому что это парашютное поле прям вроде бы как между ними. Там одинаковое расстояние. Ну, я немного далек от этих вот От документации, всех, да. Да, само собой. Тут мы говорим больше про твои впечатления. Сейчас мы живем в Альсанджаке. Альсанджак? Лос-Анджелес, да. Ударение я правильно сказал? В Альсанджаке. Или в Альсанджаке? В Волсан-Джаке, наверное. Лос-Анджелес. В Альсанджаке я сейчас живу, недалеко от Мерита, в очень приличном старом фонде, очень классная квартира. И дикий пляж рядом есть, Мерит под боком, там еженедельные турнирчики, которые мы сейчас только что обсуждали. Ну и когда работа тоже близко. Все нравится. Нравится еще, что я вот сейчас, когда стал ездить, я постоянно приезжаю на остров и там куда-нибудь еду. Я вижу, что остров улучшается. Я вижу, что бабки не идут куда-то в карман, или даже если идут, то они идут не сильно. То есть я человек из России, где не секрет, что коррупция на высоком уровне. Да, здесь мне кажется, что все-таки чуваки там, ну, как-то заботятся об этой земле. И я это вижу, и я это слышал там, не знаю, в беседах с людьми, которые здесь давно, и рассказывают мне, что там, условно, 15-20 лет назад там были какие-то мусорные кучи у дорог, было грязно, не застроено. То есть прикольно, что есть какая-то хорошая динамика развития. Но есть такая фраза, да, легко расти с нуля. Но здесь, типа, это молодая республика, и то есть она растет с нуля. И ты прямо своими глазами квартал за кварталом, год за годом убеждаешься, что идут улучшения, и ты их видишь. Это нравится. Сколько примерно, если можно задать такой вопрос, просто у нас многие смотрят, кто планирует также сюда переехать, и в принципе это интересно, что ты говоришь, что ты переехал сюда, и у тебя все достаточно было просто, потому что в последнее время, знаешь, у меня много чатов, и там люди спрашивают, могу ли я, там, если я приеду, найду ли я работу, и там сразу, ну, там, типа, чуть ли не иди на знаешь? Ну, грубо, короче, все, то есть работы нету, все, денег нету, все дорого, рестораны дорогие, магазины дорогие, и сколько примерно вот у тебя на семью из 2 человек, на молодую семью тратится в месяц денег, вот сколько у тебя уходит? Фу, покерный игрок. Без- Я не могу без ответить игры. на этот вопрос, какой позор. Без игры можешь посчитать? Плохо считаю. Ну, плохо считаю свои расходы, но могу навскидку сказать. Это, $2. Мы же не в прямом эфире, да, я могу подумать. Но, наверное, для хорошей жизни... А что мы вообще в бюджет включаем? Продукты, аренда, Аренда, ресторанные, бензин, там, вы поняли, салоны да. красоты, все вот это вот. Ой, салоны красоты большая статья расходов. Не больше, чем игра в покер. Ну, я бы диапазон задал между 2-3 тысячами на двоих. 2-3 тысячи В целом, долларов на двоих. окей. Да, я тоже примерно сейчас так это просчитываю, наверное. Мне вчера буквально... Я всегда спрашивали. английские школы свои ставлю отдельно. Вот если без английских школ, мне тоже кажется, что в районе 3. Ну, без детей, Да, да, мы же да, да, спрашивали да. И- на двоих. Но я честно. наслышан про это, что да, что Английские школы, да. образование – это хорошая статья расходов, жирная. Друзья, хочу обратиться к нашей аудитории. Нам очень важна ваша активность. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии хотя бы из 4 слов. Спросите что-то у Вадима, у меня или у Виктора, если у вас есть какие-то вопросы про покер или про казино. Есть довольно известный факт, что определенное количество людей в попытке своей приобрести недвижимость охотятся за объектами недвижимости вокруг Мерита, потому что есть уже практически аксиома, сколько бы Мерит отелей не строил, все равно на турниры и на байрамы будет недостаточно, и кто-то будет арендовать вокруг. Значит, я недавно встречался с одним дядечкой, у него
наверное, то, что называется старым фондом, хотя он не такой старый, но как-то очень плохо выглядит здание. Значит, квартира 1+1, то, что, наверное, на Airbnb классически бы попадало в нижнюю ценовую категорию, то есть ну, не супер ремонтик, там, скажем так. Значит, да, он сдает от 100 евро в сутки. В то же время такие же квартиры там, в 10 километрах от Мерита уже сдают по 30, по 50. И он говорит, у меня все турниры фулл. Он говорит, у меня приходят ребята, они там только ночуют, утром умылись, рюкзачок одели и в Мерит. Потому что у них там все как бы входит, все включено, они там только спят и отдыхают. Все по закону рынка, спрос рождает предложение. Спрос есть, да. Неспроста Мерит, вон сейчас что-то там новый корпус бахает. Еще там будет, еще строить? Там огромный котлован, я не знаю. Я разные слухи слышал про вместимость, ну там типа 500-900 номеров, я не знаю. Ну, не хватает, потому что, ну, как минимум, на подобной серии вам не хватает номеров, видимо, там. Ну, просто цифры растут, они и от события к событию, Все больше от мероприятия и к больше мероприятию, людей ну, конечно, все больше и С другой больше. стороны, все равно будут люди, которые ну, не потянут по 500, по 700 евро в сутки. То есть они все Там равно... пакет. Естественно. Аренда все равно какая-то останется вокруг, даже если номеров будет много. Я так последний раз смотрел по пакетам, что когда ты берешь какой-то пакет с боинами, ты не сильно много платишь за номер. То есть там цифра уменьшается до почти Да, до если 200. все играешь. Ну, то не это все, там полно. 5-6 турниров, типа пакет. И там у тебя почти уже $200 жилье. На Booking зайди, посмотри, мерит. Не, ну 200 никогда не выйдет. $500 Ну, 200 никогда не выйдет. Не выйдет, Я думаю, да? Мерит 200 никогда не выйдет. Там, по-моему, минимум даже по спецпредложению от Мерит Покера, то есть как игроку серии, ну там типа 300-400 диапазон будет. Ну да, а я, на Booking 700, 650. я знаю, что 600. Мэри Парк Бонжорно. с ресепшена это $500. То есть вот если ты заходишь просто и тебе нужен двухместный стандартный номер. Ну ценники высокие. Но мы же уже это обсуждали. Многие удивляются, почему в казино высокие ценники. Потому что они держат номера для игроков казино. То есть им проще номер оставить пустым, чем сдать его за $200-250. Ну, все равно стоит, наверное, сказать, что это стоит того. Ты, если живешь и ну, ты под заботой Мерит, ну, ты как, я не знаю, как стамбульский котик. Ну, все, тебе все кайфы, тебе погладить, покушать, все. Ну, типа, ну, very good, ну, топ-ночь. Что еще касательно жизни хочется узнать? Какие трудности, с чем ты столкнулся? Самая большая трудность по переезду сюда, какая у тебя была? Языковой барьер, может быть, какой-то? Хотя ты прекрасно знаешь английский. Английский окей, на острове все более-менее понимают английский. Там мне есть сравнить, ну, точнее, мне немного с чем есть возможность сравнить. Но в Таиланде, допустим, по-английски недалеко, ну, не знаю, каждый только 10-й таксист говорит по-английски, каждый 10-й кассир говорит по-английски в магазине. То есть там это большой барьер. Здесь все хорошо понимают. Турецкий язык для меня проблема, да. Я никак не могу хакнуть его алгоритм, я пробовал его поучить, но он и без надобности. Типа, В своей работе, да, а жизненные вопросы ты, получается, все свои на английском решаешь. Да, ну и в работе, да, но и вне работы тоже. На заправке меня понимают, меня в магазине понимают, меня понимают там Там где бы то ни было. работают. Да. Очень. Много сейчас, да. Много на заправках, много. Ну, и они говорят по-русски. Ну что еще, Пакистан, там и Индия, что еще? Сегодня я был на тренировке, разговаривал со своим тренером, новый прикол, что теперь туркменам, именно туркменам, не дают бизнес-визу. Да, какая-то у них ситуация. Давит очень сильно. Именно как бы если у тебя раньше была студенческая виза или какая-то еще, не было рабочей, то ты компанию не можешь открыть себе. Очень сложнее почему-то для ребят все делают, хотя в принципе одна языковая категория и похоже все непонятно. Ну ладно, мы не об этом. Так что было самым сложным для тебя в переезде? Ну, поначалу, новая система, легализации себя на острове, то есть получение там residence пермита в новинку было, но я бы не сказал, что супер сложно. Тогда это было относительно просто, я думаю, относительно просто сейчас. Есть ходы всякие разные. Когда мы только приехали, мы предпочли для себя виза high income, по высокому доходу. Ну, там кладешь какую-то сумму денег в банк, берешь справку на эту сумму денег, берешь пару справок там-сям, идешь в полицию, заводишь личный кабинет, потом идешь на встречу в полицию, то есть стандартная, да, вот эта последовательность действий. Была в новинку, то есть было немного странно, что это так здесь происходит, но ничего. Сами делали или просили построились. кого-то помочь? Помогали, но там такое сопровождение, знаешь, было. Советом. Сам бы вывез, как бы. Ага, Там дал какую-то А благодарность. поиск недвижимости для аренды искали по объявлениям или есть кто-то, кто помогает кого-то посоветовали, может, коллеги?
Как оно было? Заняло у нас где-то неделю. Мы неделю-две, может быть, максимум перебирали варианты, посмотрели штук 5. Может быть, нам повезло. Ну, и то есть мы очень быстро заселились, пожили там 8 месяцев. Квартира, в которую мы заехали, на тот момент продавалась, если я не ошибаюсь, там типа за 80-90 тысяч фунтов. Когда мы выехали из нее через 8 месяцев по причине продажи этой квартиры, она уже стала стоить 170 тысяч фунтов. По-моему, такая была. Ну, ты сюда не переезжал прям сразу как бы в Мэрит, ну, работать в Мэрит. Ты сюда переехал, а потом Мэрит случился, Нет, да? ну, естественно, сначала я подстелил солому. То есть мы позвонили в Мерит, мы до этого то приезжали. есть было понимание уже, У нас что- был коннект, мы приезжали сюда периодически освещать какие-то мероприятия, но не часто, не на регулярной основе. И когда нам просто стало уже не очень комфортно находиться там, где мы находились, мы просто позвонили и сказали, что вам бы нужны были бы наши услуги, нам бы сказали с распростертыми, мы вас ждем, милости просим, вы годитесь в качестве продюсеров контента. И мы переехали, зная, что у нас здесь есть какой-то запасной аэродром и все такое, но двигались самостоятельно. Этим аэродромом мы пользовались очень редко. То есть там буферные какие-то дни, когда нам нужно было съехать, вот, допустим, с той квартиры, нам запросто, окей, Мерит, любезно, пожалуйста, ребята, сколько, 10 дней, 2 недели, поживите. То есть в этом Супер. очень большой Можно ли, респект. ну, тогда такой вопрос, а как ты, в принципе, узнал про Мэрит тогда, до того, как переехал сюда? То есть ты приезжал как игрок или были какой-то офис, где-то ты нашел это? Как это вообще происходит? Не, Само? не как игрок, как став. Мы приезжали сюда с женой. Уже оказывается, до 2022 года? Да, мы услуги видеопродакшена изначально организовывали, и когда мы только переехали, мы пару лет, наверное, из этих 4 тоже организовывали услуги видеопродакшена. Но потом, поскольку я уже 7 лет по ту сторону камеры стоял, и уже все углы и шоты мне стало скучно, я по какое-то креаторство подался, то есть мне сейчас нравится какие-то сценарные работы там написать, и жена у меня тоже там очень сильно подросла, то есть мне качнулась во всем этом маркетинге. И да, Мерит стал нам доверять, стал выделять больше ресурсов, и мы, да, сейчас какие-то командочки нанимаем, какие-то проектики мутим, какие-то... Ну, короче, свободу нам дают и поощряют нас за наши действия. Интересно, какие у Мэрита длинные руки, что они вот так вот достают сотрудников из разных городов, там из Москвы, той же самой, из Сочи, из России. Прикольно это, что... Мне кажется, это комьюнити, и они друг о друге знают, просто в какой-то момент, да. Бинго. Да? Ну да. Еще мы недавно отмечали в наших подкастах, что Северный Кипр после прошлогоднего закона там, по недвижимости, на что жаловались твои коллеги, у кого есть недвижимость, испытывает определенную турбулентность. Многие жалуются на там, стоимость, есть какой-то определенный отток русскоговорящих, приток европейских покупателей. А Мерит, он существует в какой-то такой параллельной вселенной, где он начался с небольшого покерного клуба, а сейчас принимает одни из самых больших покерных турниров в мире. Сюда приехали все звезды. И развитие Мерита, оно вообще никак не связано с проблемами, взлетами и падениями экономики острова. Не влияет вообще. То есть они по своей какой-то взлетной полосе идут, и мне кажется, местами даже, если раньше, приезжая на Северный Кипр, кстати, здесь есть Мерит, то сейчас приезжая в Мерит, кстати, здесь есть вокруг Северный Кипр. Да, скорее всего. Я думаю, что многие из тех, кто приезжает к вам на турниры, даже не понимают вообще, что До здесь конца, происходит. что это. И Так недвижимость и они купили после турнира. Они сначала купили, а потом поехали и стали профессиональными игроками в покер. Большинство из них узнало о Северном Кипре только благодаря Мериту. Да, я думаю, что это так и есть. Но я и не думаю, что эти игроки вообще думают о том, чтобы здесь купить себе недвижимость. Мне кажется, их вообще... Я говорил сейчас с одной знакомой нашей общей, она говорит, что арендует недвижимость у покерного игрока, который 8 лет не был в своей недвижимости. И Проинвестировал просто. просто когда-то там купил, да, и таких людей много. Еще я говорил с одними людьми из мира, скорее, казино, а не покер. То, что человек купил квартиру, ни разу в ней не был, она просто сдается и... Подтверждаю. Наверное, им там в моменте, когда они уже конкретно заливают, такие, блядь, ну купи хотя бы квартиру. Или наоборот, он супер выиграл такой, так, тут класс, еще остается, блин, купи квартиру. Что-то такое. Или рядом, знаешь, такой маленький риэлтор на плече, купи квартиру. Да. Ну, в общем-то, я думаю, что на этом этапе мы можем уже потихонечку заканчивать этот замечательный разговор. На самом деле, я даже для себя очень много сегодня открыл. Спасибо тебе, Виктор, большое, что ты сегодня посетил наш подкаст, что поделился всей вот этой информацией, потому что постоянно, как я уже говорил, звучит Мерит, но что такое Мерит, мы толком
Один из вопросов не да, раскрывали. это на площадке Cyprus FAQ, площадке, которая отвечает на все вопросы, которые могут заинтересовать людей Северного Кипра. Это что такое Merit и покерные турниры. Мне кажется, мы сегодня эту тему достаточно круто раскрыли. Ну Да. давай добавлю еще. Смотри, Merit мы не очень сильно раскрыли на самом деле. Merit мы называем между собой Merit Land. Это огромная территория, то есть в одном месте это 4 корпуса отелей. У них там, помимо того, что есть казино отели и покерный рум, у них есть пони-центр, птичий заповедник, центр по реабилитации морских черепах. Это, ну, вообще отдельный респект. Девочка, которая организовала вообще работу этого центра, они уже 8 лет. То есть все люди со всего острова обращаются к ним, звонят, ну мы там типа нашли черепаху травмированную. Они выезжают, у них специальная тачка, там поддоны, у них рентген-аппарат, лаборатория. Они, ну, короче, мега респект, я природу просто сам люблю, что они занимаются этим. Это просто альтруистический проект, они с этого никакого value не несут. Разве что гости с детьми могут пойти и посмотреть на резервуары, где плавает черепаха, которая восстанавливается Где после этот центр? травмы. Он тут прямо На территории в Сан-Жаке? Merit Crystal. В Merit Кристалле, Crystal. да. Ты был там? Как так, Вадим? Так, что там еще Теннисные есть? корты, я не знаю, аркадные комнаты. То есть ты приходишь, там есть пространство, где стоят какие-то игрульки для детей, пинг-понг, ну, большие теннисные корты, баскетбольные площадки. Ну, масса всего, чем можно позаниматься. То есть, ну, это как бы инфраструктура маленького городка. Которая Вот это Merit. развивается и расширяется все больше и больше. Скоро у нас Алсанджак это будет один сплошной Merit. Ну, ни один человек, показывающий Алсанджак, не то, будь то риэлтор или просто человек, к которому друзья прилетели, он обязательно обращает внимание на, потому что это невозможно не заметить. Нельзя огромное игнорировать, здание, да, то есть, невозможно. по сути, одна из Да. Да что так центральных. говорить? Я из дома с этого парка выезжаю и вижу Merit, когда еду в сторону заправки Алсанджака. То есть там уже видно вот такими большими буквами Merit. Еще часто там очень солнце садится. И я думаю, когда же я уже буду ехать туда, поеду туда в Merit и буду там во что-нибудь играть весело. К сожалению, времени на это не хватает, но это на самом деле очень интересное и веселое занятие. Вот посвятить какие-то даже небольшой турнир, разобраться в покере, это на самом деле очень интересное занятие, как бы, и интеллектуальное в том числе. Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы к Вадиму или к Виктору, их данные будут в описании к этому ролику. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо. Надеюсь, вы провели время интересно и полезно. Всем пока. Спасибо. Спасибо тебе большое. Welcome, вам спасибо, было приятно.